Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Они выехали в саванну, чтобы провести обычную инспекцию после проливных дождей. Таких поездок было сотня, и никто не ожидал, что этот день станет самым тяжелым и в то же время самым важным за все время их работы. Когда джип начал медленно продвигаться по раскисшей от влаги земле, один из рейнджеров заметил странное колыхание вдалеке, будто что-то двигалось в глубокой лужице, едва различимой среди трещин и рытвин. Сначала все подумали, что это просто ил плывет под порывом ветра, или, может быть, одна из луж с пузырящимся воздухом, такое здесь бывало. Но через пару секунд они поняли, то, что они приняли за кусок грязи, шевелится. И не просто шевелится, а борется за жизнь. Когда они подошли ближе, сначала никто не мог поверить глазам. Из липкой и вязкой жижи едва различались очертания огромного тела, и только приглядевшись, они поняли — это был слоненок. Он, должно быть, пришел к водоему в поисках прохлады, но подмокающая почва предательски втянула его вглубь, и теперь он застрял так прочно, что не мог даже повернуть голову, лишь медленно поднимал хобот, будто умолял о помощи. Каждая минута имела значение. На солнцепёке тело быстро перегревалось, а вес грязи буквально сдавливал дыхание животного. Люди без колебаний прыгнули в трясину. Никто не думал о ботинках, о форме, о том, что это опасно. Они знали, что если не вытащат его сейчас, второго шанса уже не будет. Один из мужчин подложил под хобот палку, чтобы тот мог опереться. Другие стали расчищать грязь руками, лопатами, даже пустыми канистрами из машины, все, что могли использовать, чтобы облегчить. Работа длилась больше 2 часов. Их руки дрожали, солнце било по спине, в ногах сводило мышцы от перенапряжения. Но они продолжали. И в тот момент, когда, казалось, уже никто не верил в успех, животное резко повело плечами, будто собираясь с силами, и с чьей-то последней титанической попытки выскользнуло из липкой западни. Когда слоненок поднялся на ноги, он немного покачивался, его тело было полностью покрыто грязью, а глаза полны страха и растерянности, но спустя минуту он медленно подошел к одному из людей и мягко коснулся его хоботом, будто благодарил. Никто не сказал ни слова. Просто смотрели, как он удаляется, пока издалека к нему не подбежала стая. Видимо, его семья все это время была неподалеку. И только позже, когда они сели в машину, промокшие в грязи и ссадинах, один из них сказал: «Вот ради этого мы и работаем». Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.